А сейчас ты узнаешь про конец света и где прячутся планеты. К счастью, мы еще живы. Но надолго ли? Еще 20 лет назад люди предсказывали скорую гибель нашей планеты. Конец календаря майя, ядерная война, захват пришельцами, Ванга предсказывала. И, конечно же, прилет небесного тела, которое называется Нибиру, или планета Икс. Слово Нибиру пришло к нам из шумерской мифологии и ассоциируется с богом Мардуком, главным богом города Вавилон. Но при чем здесь мы? Конец света, конспирология и шумерская мифология. Давайте мы на время вернемся в привычную обстановку, и я вам все расскажу. Всем привет! Меня зовут Топа. Как часто вы готовитесь к концу света? Если вы смотрите канал РЕН-ТВ, то достаточно часто, ведь буквально каждый год ученые утверждают, что нам всем хана. В этом году мы умирали уже около 4 раз и не собираемся останавливаться. И причиной этому неизвестная планета. Ну так давайте узнаем об этом поподробнее. Все концы света так или иначе были связаны с неизвестной планетой, которая называется Нибиру. Многие исследователи шумерской мифологии утверждают, что планета уже не один раз навещала Землю, вызывая катаклизмы и иногда даже полное уничтожение жизни. Разумеется, всю информацию умалчивает правительство, чтобы не провоцировать панику среди мирных граждан. Так ли это? Сегодня мы это выясним. Если вы начнете искать информацию о Нибиру в интернете, вы найдете очень много всего интересного. Это планета, которую от нас скрывает правительство. Это планета, на которой есть пришельцы. Это планета, которая нас убьет нахрен. Также вы рискуете с головой окунуться в шумерскую мифологию и случайно во все это поверить, потому что правдивых статей насчет этого не так уж и много. И тем не менее, несмотря на многочисленные страшные статьи, книги и фильмы, люди почему-то ее не видят. Ведь, казалось бы, вот она здесь, уже можно рукой дотянуться, прилетала много раз. Ну так и если ее никто не видит, то почему заголовки пестрят, грубо говоря, вот такими вот громкими фразами? Мы умрем долгой и мучительной смертью. Или конец света близок! Запасайтесь оружием и припасами. Для этого нам нужно копнуть поглубже, но не слишком далеко. Так как вся эта история появилась в 1995 году, относительно недавно. Основателем этой истории стала Нэнси Лидер. И давайте вообще посмотрим, что это за человек. Это американка, которая открыла сайт Zeta Talk и утверждала, что общается с инопланетянами из других звездных систем и называет их дзетами. Чуть не забыл. Она общается с ними не так, как вы, допустим, общаетесь с кем-то на улице. Совсем нет. Она утверждает, что ей в мозг имплантировали специальное устройство, и она с помощью него принимает сигналы. Начинаю паниковать. Но в ее рассказе есть кое-что научное. Она говорит, что послания идут из звездной системы Дзета-сетки. Это настоящая звездная система, и она находится на расстоянии 39 световых лет от нашей с вами Солнечной системы. Только вот незадача. Там нет планет. Там только 2 огромные звезды, но, видимо, для нее это совсем не проблема. И что еще очень забавно. Мы здесь не просто так. Откуда она узнала про Дзета-сетки? Могу предположить, что из каких-то популярных вещей, например, фильмов. Дело в том, что в первой части фильма «Чужой» было вот это. Я нашла нас. Мы рядом с Дзета-2, созвездие сетки, вне нашей системы. Не может такого быть. А это я хочу заметить, на секундочку. 1979 год. Была одна история, когда уфологи утверждали, что на этой планете все-таки есть жизнь. Все из-за когда-то ошибочного предположения, которое было в итоге отозвано. Но ведь первое слово дороже второго. Слышали, ученые? Ну да ладно, это мы сделали такое небольшое отступление. Нэнси Лидер еще тогда предсказала приближение планеты Икс, что 27 мая 2003 года нам всем конец. Нет. Самое интересное, что она говорила именно про планету Икс.
Про Нибиру и слова не было, пока она не вписала Захария Ситчина. Это такой человек, который написал книгу «12-я планета», утверждал, что Нибиру каждые 3600 лет подходит к Земле. С Нибиру на Землю спускаются анунаки. Это, знаете, такие божества из шумерской мифологии и взаимодействуют с нами. И именно его можно назвать тем, кто придумал эту теорию, ведь книга была написана очень давно. Откуда все это появилось, мы поняли. В 1996 году Нэнси Лидер на своем сайте написала: Ага, вот что я говорила. Планета X — это на самом деле та планета, о которой писал Захария Ситчин. Вот он-то мой братишка, он-то меня понимает. Ха-ха, дело закрыто, дай 5. Но он не понимал. И всегда отрицал связь своей планеты Нибиру с планетой X. И это подтверждают его книги. Вы понимаете масштаб этого дерьма? Эти двое поехавших придумали себе по планете. Одна думает, что они говорят об одном и том же, а другой хочет всю славу забрать себе, и они никак не могут договориться. А если верить им обоим, то в Солнечной системе есть не одна планета, которую мы не видим, а целых две. Почему я так нелестно о них отзываюсь? Ребята, сейчас я вам скажу то, что просто повергнет вас в шок, и вы поймете, что эта женщина, Нэнси Лидер, просто сумасшедшая старуха. Как я уже сказал, Нэнси предсказала конец света в 2003 году. И примерно за неделю до этого события она вышла в эфир на одном из радио Лос-Анджелеса. Аудиозапись этого вы найдете по ссылкам в описании. Она посоветовала всем убить своих домашних животных, чтобы они не мучились. И это были не просто слова. Она, как настоящий знаток своего дела, начала действовать и на самом деле усыпила свою собаку. У меня нет слов. Самое печальное здесь то, что конца света так и не произошло, и у нас нет никакой статистики насчет того, что, может быть, какой-нибудь идиот реально поверил ее словам и пошел убивать своих домашних животных. Может быть, таких людей не было, а может быть и были, я же говорю. У нас просто нет никакой статистики. Но затем произошло очевидное. На своем сайте в интервью она начала оправдываться, что на самом деле собака была агрессивной, и именно поэтому ее усыпили. Круто. Тогда зачем нужно было советовать всем убить своих домашних животных? Прекрасный совет. Да. И второй экземпляр. Самопровозглашенный ученый Захария Ситчин, который не один раз подвергался критике со стороны ученых за неправильный перевод шумерских текстов, за псевдонаучность и псевдоисторию. Только вот кого в наше время это остановит? Его дело придумывать материал, выпускать книги, которые очень быстро продаются по всему миру. И влияние его книг на культуру было таким колоссальным, что в 2016 году Казем Финджан, министр транспорта Ирака, заявил, что новый аэропорт будет построен на месте, где 7000 лет назад шумеры строили свои первые летательные корабли и отправляли их в космос. Что он сказал? Это все было на полном серьезе, и в доказательство он привел книгу Захария Ситчина. المؤرخ الكبير المتخصص في الدراسات السومرية زكريا سينشن. Вы только посмотрите на этого мужика, он прямо-таки описывает мое состояние от просмотра всего этого. Вот что псевдонаука делает с людьми. Они зачем-то в это верят, дезинформируя при этом еще больше людей. Граждане, сообщаю вам, что скоро начнется война. Я собираю экспедицию, чтобы найти волшебников и эльфов, чтобы противостоять нашему главному врагу. А где доказательства? «Властелин колец». Майкл Хейзер, магистр в области древней истории, написал диссертацию, где заткнул Ситчина, указав на все ошибки его перевода. Ситчин писал, что планета Нибиру находится за Плутоном, исходя из шумерских сказаний. Но на самом деле, если мы говорим об упоминании астрономических объектов, Нибиру называют звездой. Нибиру называют планетой, имея в виду Юпитер и даже Меркурий, но никогда чем-либо за Плутоном. Нибиру никогда не связывали с анунаками, а также ее видели каждый год, что противоречит этому выдумщику. То есть суть проблемы начинает всплывать. В шумерских текстах Нибиру, или как будет правильнее, Не-Беру, имеет разные значения, и нельзя наверняка сказать, что это просто планета. Тщательно изучив все материалы, Эммануэль Фридман в своем докладе пришел к выводу, что
Имя Нибиру может быть назначено совершенно любому астрономическому объекту. Это что ж получается? Каждая планета пытается нас убить? Да, это тоже может быть неправильной трактовкой, но по крайней мере у этой версии есть пруфы. А что есть у Захария Ситчина? Просто слова. Но он писал свою книгу, когда только профессионалы могли делать перевод с шумерского языка. Но сейчас-то какой год? Сейчас любой желающий может сделать перевод благодаря специальным книгам. И последнее. Почему его книга называется «12-я планета»? Потому что он утверждал, что шумеры знали 12 планет, хотя свежие данные нам говорят, что шумеры знали всего 5. Подтасовка фактов и дезинформация. Некоторые исследователи паранормального высказывали свое авторитетное мнение, что на самом деле это не планета. Это нечто искусственное, типа искусственное сооружение в виде планеты, которое перевозит инопланетян и прячется от Земли за другими планетами. В общем, катается по космосу как хочет, я так понял. И почему это невозможно, вам расскажет мой друг физик, автор книги «Только физика, только хардкор» Дмитрий Побединский. Давайте разберемся, как вообще могут двигаться тела. Есть только 3 варианта. Первый – это тело покоится. Для этого ничего не нужно. Второй – тело движется по инерции, сохраняя свою скорость и направление движения. И если нет сопротивления, то для этого тоже не нужно никаких сил. И третий вариант – как-то иначе. То есть, либо меняя свою скорость, либо направление движения. Для этого нужны силы, отклоняющие предмет, разгоняющие или тормозящие. Планета же, если на ней нет огромного реактивного двигателя, испытывает действие только одной силы – гравитации. В Солнечной системе это притяжение к Солнцу, другим планетам, различным телам. И именно эти силы задают траекторию движения. То есть, как движется тело, зависит не от него самого, а от того, к чему оно притягивается. Так что свернуть с траектории по собственному желанию никак не получится. А теперь в 2017 году все опять начали говорить про конец света. Самопровозглашенный нумеролог Дэвид Мид сказал, что Нибиру вообще-то описано в Библии, и конец света будет в октябре 2017 года. Потом он немного поправил себя и сказал, что нет, на самом деле все будет 23 сентября. Тупые газеты тут же начали дезинформировать народ, и в интернете поднялась шумиха, что на самом деле НАСА рассказали о том, что есть еще одна планета. И что НАСА сказали о том, что она движется на нас. И вот эти люди, которые в это верили, им ведь даже трудно было зайти на сайт НАСА и посмотреть, что все время существования сайта они отрицали эту дичь. Потому что это реальная дичь. А потом еще один человек под псевдонимом Террell Крофт рассказал, что некая звезда нас убьет 19 ноября 2017 года. Где же ты, звезда? Может быть, здесь? Или может быть, это просто сайт, причем очень плохой, где собраны выдумки одного человека насчет конца света, теорий заговоров и все в таком духе. И, разумеется, ничего из сказанного им нельзя научно подтвердить. Зато тем, кто верит в плоскую Землю, нечего опасаться, потому что, плоская Нибиру приблизится к плоской Земле и... ничего не произойдет, получится просто тарелка с блинчиками. Или слоеный торт. Землевик. Если бы Нибиру реально существовала, ее должно быть видно невооруженным глазом. Это исходя из той информации, которую нам дают эти конспирологи. Но хоть раз кто-нибудь видел эту планету? Да, вообще-то видели. На тематических сайтах Нибиру люди и якобы ученые выкладывают фотографии и видеозаписи планеты. Что удивительно, ее видно только на снимках. Скорее всего, пришельцы блокируют наше сознание. Или просто те люди, которые делали эти снимки, не знают, как работает зеркало в фотоаппарате. Дим, объясни, пожалуйста, я пока пойду все подготовлю, чтобы наглядно показать. Как бы ни старались производители фототехники, идеальной аппаратуры им все равно не создать. Ведь все здесь упирается в фундаментальные законы физики. В каждой фото- или видеокамере один из основных элементов – это объектив. Он состоит из нескольких линз, ну а в простейшем случае она-то вообще одна.
Свет, проходя через линзу, преломляется, попадает на матрицу и формирует изображение. Но свет может не только проходить сквозь стекло, но еще и отражаться от него. Серьезно, я думаю, все видели свое отражение, например, в витрине магазина. Похожие отражения могут происходить внутри объектива, даже в рамках одной линзы, кстати. И свет от очень ярких источников может таким образом как бы раздвоиться и после серии отражений попасть на матрицу и сформировать второе изображение, чуть бледнее первичного. И таким образом на итоговой картинке вы будете видеть второй объект, непонятно откуда взявшийся. Но нужно понимать, что это просто не идеальность нашей техники. Да, именно так. Если навести камеру на, допустим, светодиодную панель, то рядом появятся диоды, которые реально можно рассмотреть. Но это не диоды, разумеется, а много планет Нибиру, которые нас убьют. Вас же не смущает, что планета X видна только тогда, когда есть еще один какой-то источник света, например, Солнце? Потому что это и есть та самая планета. А теперь приготовьтесь к действительно важной информации. В 2015 году американское астрономическое сообщество опубликовало исследование, в котором говорится, что неизвестная планета все-таки существует. Это что ж получается, я все это время говорил чепуху, и нам действительно нужно ждать вторжения? Сейчас узнаем. Но факт остается фактом. Даже НАСА опубликовала у себя на сайте это исследование. Планета по массе примерно как 10 масс Земли, и расстояние от Солнца у нее такое, что потребуется от 10 до 20 тысяч лет, чтобы навернуть круг. И это на самом деле увидел компьютер, который все это моделировал. Конечно же, это не открытие, а просто предположение. Эта клавиатура даже не подключена. Пойду дальше гонять лысого. Дело в том, что для того, чтобы объяснить необычные орбиты карликовых планет в поясе Койпера, нужно просто добавить туда планету, и все сразу начинает сходиться. Понимаете, в чем дело? Если планету реально найдут, то, во-первых, об этом будут орать просто на каждом шагу, и, во-вторых, это не будет означать, что нам всем конец. Ну а буквально на днях газеты опять начали пестрить громкими заголовками. Ученые наконец нашли планету Нибиру. Она называется ВАСП-18b. Нам конец. Браво! Экзопланета, которая находится в созвездии Феникса, невероятно близкая к своей звезде, совершенно без воды. Браво! Это именно та планета, на которой есть жизнь. Нет. Телескоп мне в глаз. Я не понимаю, кто пишет эти новости. Какая новая планета? Она была открыта в 2009 году. Сотрудники НАСА обнаружили огромную планету, которой дали рабочее название ВАСП-18b. По мнению астрономов, этот космический объект был сформирован необычным путем, а сам факт его существования противоречит законам физики. Возможно, стоит начинать волноваться. В свою очередь, уфологи и конспирологи уверены, что загадочная планета является той самой Нибиру, угрожающей существованию Земли. Но со временем это заявление было опровергнуто настоящими учеными. Планете ничего не угрожает. И к следующим новостям. Загадка планеты X или Нибиру довольно проста. Два человека, незнакомых друг с другом, написали, грубо говоря, фантастический рассказ про некие планеты. Со временем эти две истории смешались в одну, и получилась сенсация, которая до сих пор, непонятно почему, продолжает паразитировать. Разумеется, для конспирологов я кажусь фриком, который ничего не понимает. Разумеется. Поэтому всегда проверяйте ссылки в описании и не верьте никому на слово. Верьте только фактам. Иди сюда. Хотелось бы верить, что за то время, пока я с вами здесь разговариваю, не придумали какой-нибудь новый конец света. Но верится с трудом. Март 2018 года. Что ж, это было ожидаемо. Мы, конечно, во все это не верим, но вещи в бункер я уже собрал. Спасибо, что досмотрели до конца. Обязательно переходите на канал Дмитрия Побединского, чтобы посмотреть еще один очень крутой ролик, в котором я принимал участие. Да, спасибо, что смотрели. И, конечно же, подписывайтесь на канал Топы, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые выпуски. И... Спасибо за просмотр. И если вы не поверили ни единому моему слову, у меня есть аргумент, который вы не сможете опровергнуть. Мы все еще живы.
Да блин, что там было? Ох.